Ну что, дорогие друзья, как обещали, мы приехали в город Бильбао. Бильбао – это крупнейший и известный город, который находится в стране басков. Мы здесь еще не были, это север Испании. Сегодня мы посетим и посмотрим за один день все достопримечательности, основные достопримечательности города Бильбао. Многие из них уже это знают. Сейчас мы идем пешком до музея Гугенхайм, дальше по набережной, до красивейшего моста, в старую часть этого города. Посмотрим старое и новое. В общем, Бильбао стал знаменит и, наверное, как для туристического направления мирового такого, и именно когда произошла у него трансформация из промышленного города в такой более современный. Вот музей Гугенхайма построен в 1997 году. Это такое современное модернистское здание. Оно поражает своим таким видом, да. Вот если в Валенсии нас поражает город наук и искусств, то здесь вот это вот замечательное здание. Мы сейчас его посмотрим. Погода у нас шикарная, 22, может быть, 23 градуса сегодня утро. Отель вообще замечательный, народ дружелюбный, язык непонятный, совершенно другой. Он не похож ни на один другой язык. Пойдемте, собственно говоря, смотреть, что здесь есть интересненького. Прошли мы вот по мосту через реку, которая называется Нервьон, по-моему, да? Видим впереди вот здесь как раз то самое музей Гугенхайм, то самое футуристичное здание. Я прочитала, что фасад которого выполнен из стекла, титана и известняка. И внутри проводятся или временные выставки, или выставки уже современного искусства, современных художников, то есть такой более... стиль модерн, напоминает какое-то футуристичное здание или корабль или что-то еще, но является одним из визитных карточек города Бильбао. А вот это... Здесь находится университет Бильбао, языковой центр. В общем, достаточно приятное такое красивое местечко. Ну и с той стороны тоже у нас такие красивые виды. Давайте посмотрим. Классно. Рыба есть. Ну что? Смотри, какие крупные рыбы. И вон рыба. Ого. А такая река мутная, кажется. Она такая широкая. Там что-то дымит, пылит. Кто у нас смотрел фильм «Спортлото 82»? Кто помнит Костика. Мы на его актера, который снимался в фильме «Спортлото 82», играл Костика. Вот он как раз из этого города Бильбао. Эта книга не моя. Ну вот я ж тебе говорила, что ты не в ту сунул. Подождите, тетя Клава. Города Бильбао мы рассказывали в одном из наших видео о том, что он наполовину испанец, имеет испанские корни и живет в городе Бильбао. Пересматривайте фильм, он один из наших любимейших. Мы просто гуляем по городу. Город, кстати, очень приятный, чистый. Пока нам все нравится. Пойдем дальше смотреть интересный мост, старый город. Потом выйдем на океан. Здесь, конечно же, плюшкой является то, что это город на океане находится. Красивейшие пляжи там есть, прогулочные места. Ну, естественно, мы проедем на океан. Мы без этого не можем. Мы посмотрим океан. И, наверное, красивые мирадоры обязательно вам покажем. Город шикарный. Это север Испании. Это совершенно другая часть. Это страна басков. Люди под зонтиками сидят. Солнце потому что. В общем, видите, такое футуристичное здание. Это титановые листы, да? А? Из титана, да? Ну да, листы титана. В общем, это здание по проекту архитектора Фрэнка Герри. И с тех пор, как оно построено, оно стало символом современного искусства. Вот находится в городе Бильбао. Так что можете посетить и полюбоваться им.
Ты видела паука? Да, такой большой и страшный. Ну а теперь мы гуляем по набережной, идем вдоль реки Нервьон. Любуемся красотами Бильбао со всех сторон. Ну, рыба точно. Рыба есть, Нас, смотри. зелень есть, погода приятная. Будем идти сейчас до современного моста, который тоже построен в 97 году. Называется Суби-Сури, если я правильно его произношу. Известным архитектором Калатравой спроектирован. И приятно смотреть на него также в вечернее ночное время, когда включена подсветка. Алексей, скажи мне, как тебе вывески на языке басков? Ну, язык очень странный. Когда мы ехали по дороге, очень было непонятно читать вообще названия городов, их даже просто не прочесть. И потом мы загуглили и узнали, что это очень древний язык, который не связан ни с одним европейским языком. Очень интересно, здесь сохраняют культуру, историю, и вот этот эускера язык, он является официальным именно в этом месте, в регионе, в стране басков. Ну скажи, здесь стараются понять на нашем этом кастияно нас? Да, конечно, на заправке мы долго сначала пытались выучить эускеру, потом перешли на кастияну, но с большим трудом было понятно ту женщину, которая там работала. Ну и в отелях тоже, везде в ресторане, все любезные, все говорят. Проблем, да, очень вежливый народ. Ну да, очень приятно, нет никакого ущемления, там, говорить на том или на сём языке. Нет, то есть классно. пока все нормально, да? Ну, интересно, что Испания настолько разная, что есть вот такие регионы, где совершенно другой язык, совершенно другая природа, совершенно другие люди. Прикольно, что мы через Пиренеи попали во Францию, посмотрели немножко Францию, Люшон, Да, есть вернулись ну, видно, что... в Испанию снова, проехали через Арагон, попали в страну басков, побудем здесь и потом поедем уже к себе через Памплону. Еще куда-нибудь. Да, еще куда-нибудь. Вот такое у нас путешествие в августе 2024-го. Идем дальше, да? Дальше, да. Пойдемте. Ну, Леша, как настоящий джентльмен, он не мог не помочь дамам тащить канат. Бедные мучаются. Смотрите, их тут раз, два, три, четыре. Кто знает, что это символизирует? О, в 2020 году. В 2020 году вот это выполнено. Дора Салясар, наверное, она архитектор этого. Может, надо было помочь вот так вот? Ну, в общем, как-то так, видите, вот выполнена какая-то такая скульптура. Она что-то символизирует. Мы про это не читали, но тот, кто живет здесь, может быть, вы припишите как раз, что символизирует вот эта скульптура. И вот такая река, здесь есть спуски, прямо как на Неве. Возможно, здесь есть и прогулки по этой реке. Город очень чистый, косят, убирают, чистят, моют. Производит очень хорошее впечатление. А мы, кстати, подошли к этому мосту, который спроектирован архитектором, известным архитектором Калатравой. Такие изогнутые формы мы прочитали. Стеклянный настил создает легкость, такое пространство. В общем, достаточно интересные, опять модерновые формы. И мы туда, наверное, попадем в старый город как раз-таки. Стекло, видимо, закрыто антискользящим материалом, да. Эффекта, как в Дубае, не получится. Посмотреть вниз и испугаться. Музыкант. Ой, завтрак такой плотный был. Наверное, сейчас полежим чуть-чуть. Да, хоть этот YouTube посмотреть. Ага. Может, кто-то снял какой-нибудь ролик. Ой, хорошо, да? Слушай, здесь можно Ух ты. звезды наблюдать. Сейчас я посмотрю, что ты там видишь. Смотри, какая красота. О, деревья, Слушай, здесь можно ночевать даже. река. Классно. Ну что, дорогие друзья, шли-шли, не дошли до старого города, легли отдохнуть. Вот на такие лежаки в городе. Не жизнь, а малина в городе Бильбао. Лежим, отдыхаем, смотрим на речку. В тени деревьев. Смотрите, какая красота. Это здание похоже Аунтамиента города Бильбао. Значит,
Поправляйте, знатоки. Вот такое красивое здание. Так, маленький вам обзорчик, откуда мы шли. Вот такие красивые виды. Мы подошли к зданию театра Ариага, если я правильно произношу ударение в его названии. Вот такой вот он старенький, красивый, наверху часы. Здание театра. Так что здесь в городе есть еще естественная культурная жизнь, красивые здания и всякие постановки, вероятно, проходят в этом театре. Красивое здание, и тут написано, что это здание построено в 1889 году. Мы вошли в старый город как раз-таки. Алексей говорит, что вот там главный собор Бильбао прямо и слева по курсу. Пить ее, наверное, нельзя, конечно, но она зато холодненькая, хорошенькая. Старая. Анью де МД-СС, это 1800 год. 1800 года, 19 век. Не такое уж и древнее, но история все-таки. Пойдемте дальше. Итак, Пласа де Сантьяго, это что мы видим перед собой? Это легендарный собор Бильбао, в котором можно за 6 евро посетить, посмотреть, там всякие рясы представленные, да? Священнослужители. А мы все равно зайдем немножко, может быть, посмотрим какие-то купола, если там вход, наверное, бесплатный, нет? Нет, здесь платно, 6 евро. То есть даже войти туда платно, да? Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, и это у нас еще пока не центральная площадь старого города, Пласа Нуэва. Это еще Пласа какого-то Сантьяго. И тоже присутствуют у нас поилочки, да, или там водичка, источник воды для того, чтобы охлаждаться в жаркий период времени. И везде готовят какие-то площадки для концертов. Так, Копия, Майор. Вход 8 евро. Ну, там разные. Ну, и Интрада Генераль 8 евро. Потом там есть группы 4,50, 6 евро. В общем, все зависит от того, кто вы и куда вы идете. Ну, и языки, вот видите, всякие разные. Все, идем дальше. По нашей традиции, дорогие друзья, мы, как обычно, зашли выпить по чашечке кофе. Вот какое-то место называется Baristas Club. Не рекламирую, просто мы надеемся, что с таким названием кофе будет достаточно вкусный, профессиональный, хороший. И вообще-то в центре города Бильбао, в старом городе, поэтому атмосфера такая приятная. Ну, пока ждем. Смотрите, ну пока оправдывает все мои ожидания вот это местечко Baristas Club, поскольку у нас была кафешка, и мы учились сами тоже на баристов, и учили баристов. Так, на северо-западе у нас достаточно серьезная была программа обучения, очень грамотные были тренеры, то будем сейчас пробовать. Но вот рисунок на кофе, он, в принципе, очень красивый. И пенка, я думаю, что вот она такая достаточно обнадеживает, чтобы вкусный кофе, да? Мы сейчас попробуем. Мы зашли в такую лавку, где все посвящено всем политикам, известным людям. И все они представлены, ну, извините, вот в таком вот виде, сидящим на горшках. Ну, посмотрите, допустим, Мерлин Монро, там Чарли Чаплин сидит, Торренто и так далее. То есть, как мы с Татьяной решили и подумали, что они обычные люди. Что это просто обычные люди, которые то же самое все делают. Которые делают то же самое, что и вы.
общем, женщина-владелец этого магазинчика, она нам рассказала, что это все символически, насколько мы поняли. То есть это все как бы то, что производят вот эти великие люди, они это производят, и это питает землю. Как нам, как мы поняли, что земля, она рождает таких людей. То есть появляется вот такой вот символический кругооборот в природе, круговорот. В общем, все это символически. Может быть, что-то мы не так поняли, но смысл все равно, мы уже доиграли свои фантазии. И вот такие вот смыслы заложенные, а там есть все спортсмены, футболисты, музыканты, политики, великие люди нашей замечательной планеты. Город, я так понимаю, богат музеями. Вот есть археологический, я думаю, что он не единственный. Я думаю, что здесь много всего. Это на Пласа Нуэва. Самая центральная площадь, главная площадь старого города Бильбао. Как всегда, тут все засижено барами, ресторанами, все свои. Реклама театра Ариага. Торговля бурлит. Колоннады красивые. Вот он, старый город, исторический город Бильбао. Бильбао основан в 1300 году. Дальше у него он был там, добывались здесь какие-то полезные ископаемые, промышленность развивалась. В 19 веке наступил кризис промышленности, а в 20-м они решили модернизировать и сделать город более современный. Здесь, конечно, в центре можно отведать все местные бильбауские блюда, я не знаю, как это, страны басков, блюда разные, закусочки, тапасы. К моему удивлению, я обнаружила, что здесь есть метро. Вот Алексей сказал, что здесь, оказывается, есть метро. Я была очень удивлена, но это очень приятно. Так, сейчас мы идем в музей изящных искусств и идем по такой приятной тенистой улице. Насколько я читала, центральная улица у них улица Гран-Виа. Вот мы как раз на нее и выходим. Да, Станислав? И по этой улочке мы попадем в музей изящных искусств. Я смотрю, что здесь хорошая транспортная инфраструктура. На Гран-Виа много магазинов, разные брендовые магазины, банки, автобусы активно ездят. В общем, такая приятная центральная улица, Невский проспект а-ля, с красивыми зданиями. Автобусы. В общем, большой, достаточно цивилизованный, развитый город с хорошей инфраструктурой, много людей. Есть, наверное, работа. Вот, а мы идем любоваться искусством. Да. 100% электрический автобус, пожалуйста, Бильбао ездит. Такой туристичный вид, но пока еще с водителем. Скоро водителей уберут. 100% электрический. О, классно. Такой футуристичный. Да, вот поэтому все-таки город Бильбао, он стал в определенное время более современный. На этом тоже вот как бы переплетение истории и современности. И на этом они делают тоже фишку, видимо. И это привлекает, в общем-то, мировой туризм сюда. Видите, люди на великах даже путешествуют по городу. Вообще классно. Очень приятно. Понятно, просто красивое здание. Экскурсии. Метро в виде ракушки. Все это, в общем-то, тоже подчеркивает, что это океанический город, то есть город на океане.
Я так думаю. Вот красивая площадь, отель «Карлтон», центральная часть. Мы идем к Музею изящных искусств. Как гласят открытые источники, в городе Бильбао 350 тысяч человек. И есть несколько университетов. Один из которых вначале мы вам показывали здание, там и кампус. Но Алексей прочитал, что есть еще и вроде бы как частные тоже. Мы прошли несколько библиотек, что очень приятно. Хорошие исторические такие здания тоже. Итак, теперь мы подошли к Музею изящных искусств, основан в 1908 году. И здесь есть работы Гойя, Эль Греко, ну и более современных художников 20 века. Я предлагаю зайти и ознакомиться с экспозицией этого музея. Билеты здесь, дорогие друзья, бесплатные. Во многих. Ну, как во многих, да. Просто выдают, спрашивают откуда, и можно ходить, наслаждаться искусством. Франциско Гойя. Картина. Нет, но все равно чувствуется почерк автора. Около нашего отеля стоит памятник Джузеппе Верди, итальянского композитора, который был невероятно популярен в этом городе Бильбао и внес определенное развитие в культуру, музыкальную культуру, в популяризацию итальянской оперы, да, вот в этом регионе. Поэтому памятник его располагается вот в этом замечательном месте, в шикарном парке в городе Бильбао. А сейчас мы приехали уже ближе к океану. Это муниципалитет называется Гечу, престижное местечко. Здесь в 19-м, начале 20 века крупные промышленники Бильбао, торговцы строили свои богатые красивые дома. И здесь это место славится тем, что здесь есть множество пляжей красивых, можно отдыхать. И виды на океан, конечно же, радуют. Также здесь есть подвесной мост Бискайя. Надеюсь, мы до него добредем сегодня и полюбуемся какими-то такими красивыми видами. Вот самое приятное, что про каждые дома важные такие моменты какие-то, да, здесь расписаны. Своя история. Да, на кастильяно, на английском и на местном языке. Ну, какой-то Евгеньев строил. Угу. Вот этот дом, да? Ну да, место престижное было, место, наверное, престижное сейчас для отдыха, потому что несколько пляжей, красивые такие дома. Ну и океан, собственно говоря. Да. 100 лет почти. Интересно. История. Состоятельная, я не скажу. Да, очень интересно. Про каждый дом можно прочитать. Это и год. Прочитать, посмотреть, потом повернуться и посмотреть его в реальности. Вот этот домик, как он выглядит сейчас. Ну и все дома также на набережной стоят с интересной историей. Из 3 корпусов. Так, еще один. Только его вот исписали. Какой-то вандал разрисовал. Вон наверху видно эти треугольные окна, которые... Ага. Под козырьком. Интересно, да, можно прочитать и посмотреть. Еще один объект, который стоит посмотреть здесь и увидеть, это подвесной мост Бискайя, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Туда можно подняться. Возможно, сейчас нам это удастся за определенную плату. 10 евро. Умеренную. В 10 евро, говорят так, нонче.
это стоит. Как это все функционировало? Просто подвесной, скажем так, такая часть дороги, часть моста, которая перевозит на лебедках на ту сторону. С этой стороны стоят уже машины и ждут, когда он подъедет туда. Вот так вот. Уникальный мост. Я вообще такое вот сооружение вижу впервые. Очень интересно. Люди туда тоже вот грузятся и едут. Можно так переехать. Я вот, кстати, про это читала. А можно подняться вот туда, наверх. Такое уникальное сооружение здесь находится. Но чтобы перебраться через эту реку, да, можно оплатить, смотрите, за человека 55 центов, за велосипед почти евро, за мотоцикл тоже евро, машина Это перебраться 75. на гондоле на этой, да? Да. Побольше машины была 65. Ну, вот цены вы видите. Ага, прикольно. Очень прикольно. Мы поднимаемся на лифте. Почти как Эйфелевая башня. Да. В Париже. Высоко. Ну что ж, дорогие друзья, мы поднялись наверх на лифте с прекрасной работницей, которая управляет лифтом. И стоит это удовольствие для взрослых 10, для студентов 8. Ну и Да, ну и остальные, как бы, смотрите цены. Мы зато можем полюбоваться теперь вот этим районом Гечу, муниципалитетом. Как я прочитала, это не район Бильбао, это просто муниципалитет такой отдельный. Он примыкает к Бильбао с севера, и он имеет такое побережье. И теперь мы можем прогуляться вот по этому мосту, пообозреть, посмотреть. Вот тут вот. Да, и посмотреть сверху на все достопримечательности. А там репетиция концерта, видимо, по всему городу в том числе установлены вот такие площадки музыкальные. И мы попали вот на какие-то праздничные дни, поэтому везде вот такая атмосфера. И отсюда открываются шикарные виды. За один день все осмотреть, конечно же, невозможно. Какие-то церкви, какие-то достопримечательности, дома красивые. Я думаю, что много здесь интересного, и можно провести здесь, в принципе, и неделю, и больше, и плавать на пляже, отдыхать, ходить, бродить. Поэтому... Для истории, где еще такие мосты есть. Брест и так далее. Это исторический кадр. Сейчас поплывем на гондоле, будем грести через эту реку. Или что это? Загружаемся в гондолу. Велики, машины уже туда заехали. Отмостились мы. Кстати, мы посмотрели, таких мостов, оказывается, в мире очень много. 3, по-моему, или 4 находятся во Франции, в Тунисе, ну и в других регионах, которые вы увидите в этом же видео. Обратно, кстати, вообще, как будто бы, не знаю, что, но туда немножко страшновато. Ну, вообще классно. С той стороны. Ну что, в завершении поездки в Бильбао и осмотра северной части Испании, страны басков, мы также решили заехать в красивое место, Мирадор, посмотреть на океан. Место это называется Гастелугачо. Оно достаточно красивое, аутентичное, интересное, зеленое. Ну и, конечно, шикарный океан, смотровые площадки. И мы, наверное, немножечко еще пройдемся туда. Надеюсь, что видно вам море. А вернее, океан.
Сегодня, кстати говоря, такой облачный, приятный день. Чем знаменито вот это место? Ну, знаменито, что в фильме, в сериале «Игра престолов» здесь была база драконов, замок драконов. Ну, для того, чтобы посетить его, мы прочитали, что нужно заранее регистрироваться, приобретать билеты. Визит, по-моему, бесплатный, но, тем не менее, для того, чтобы регулировать большое количество туристов, поток желающих, нужно все-таки регистрироваться и получать билет на посещение. Ну, нас это интересовало поскольку больше меня интересует, конечно, просто виды, красивый океан, красивые места. Когда вы посетите страну басков, не забудьте обязательно попробовать их традиционную еду – пинчосы. В отличие от привычных нам тапасов, распространенных на юге Испании, пинчосы – это особенные закуски, уникальные для баскской культуры. Название пинчос происходит от слова «пинчо», что на испанском означает «шпажка» или «зубочистка». И это неспроста. Традиционно пинчосы представляют собой небольшие кусочки хлеба, на которые нанизываются разнообразные ингредиенты. От ломтиков хамона до сыра, морепродуктов и овощей. Все это фиксируется шпажкой, которая дала название этим закускам. Посетив страну басков, вы сможете насладиться настоящим гастрономическим приключением, пробуя пинчосы в разных барах, наслаждаясь уникальной атмосферой этого региона. И мы, конечно же, попробовали эти пинчосы на обед. Съели так штуки по 2-3 и полностью наелись ими. Что ж, дорогие друзья, на этом наше путешествие на север, в город Бильбао, и вот на эти вот красивые океанические просторы в этом видео заканчиваются. Впереди у нас еще будет одна часть нашего путешествия, но мы уже уедем вот отсюда, уедем с океана, уедем с севера. Мы показали вам город Бильбао, страна басков, север Испании. Надеемся, что вам это интересно, полезно. Лайк, подписка и комментарий. И не забывайте, путешествие – это очень полезно. И так что, если у вас есть возможность, обязательно путешествуйте, обязательно смотрите новые места, узнавайте интересное. Ну и всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока. Адьос, амигос.